Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Лев. Давайте посмотрим, что же Львов ожидает на следующей неделе, какие вам карты сегодня выпадут. Неделя у нас с 16 по 22 февраля. И мы смотрим расклад на двух колодах. Соответственно, у нас есть первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений основных карт. Напомню тем из вас, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, а также можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, если вам расклад нравится, если он резонирует с тем, что происходит в вашей жизни, если он перекликается с вашими основными событиями. Опять-таки напомню, что хоть этот расклад по дням, мне так удобно просто его делать, возможно, какие-то события у вас будут здесь как красной нитью проходить, а какие-то будут выпадать. Это общий таро-прогноз. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Расклад я, тем не менее, делаю по дням. И мы смотрим по дням недели основные энергии и основные сочетания, соответственно, карт, которые у вас выпадают. Итак, львы, давайте посмотрим, что же у вас получится. Неделя с 16 по 22 февраля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта рыцаря мечей, готовность действовать, готовность во что бы то ни стало использовать все ваши ресурсы, все ваши возможности в какой-то стрессовой ситуации. Возможно, вам здесь будет не так уж просто. Вы здесь можете находиться в состоянии отчаяния, потому что с кем-то конфликтуете или возникают какие-то ситуации, требующие от вас решительности и действия там на работе, допустим, и вам не хотелось бы, возможно, в понедельник так активно напрягаться, но вот здесь вот вам приходится это делать. То есть действительно по рыцарю мечей вам нужно быть здесь достаточно активными, порывистыми, смелыми, возможно, в ваших делах, потому что вы хотите завершить какую-то для вас некомфортную стрессовую ситуацию, может быть, рабочую ситуацию или какую-то некомфортную ситуацию в общении с кем-то. Может быть, вы стресс как раз испытываете от того, что с кем-то здесь выясняете отношения, приходится гневаться, ссориться. Да? Может быть, это как-то имеет отношение к воздушному знаку зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи. Дальше идет карта шута, карта обнуления ситуации, желание у кого-то начать что-то с нуля, как бы сначала, и готовность эти шаги с нуля, да, начать, готовность эти шаги сделать, как будто бы шагнуть в неизвестность. Но также по карте шут в целом могут быть и ситуации, где вы можете поступить немножечко опрометчиво, глупо, главное не показаться смешным. По королю жезлов в рабочей какой-то ситуации, то есть нужно, да, быть легкими, открытыми каким-то новым там возможностям или методом на работе или чему-то вот такому, да, гибкими достаточно быть, но при этом нужно все-таки свои решения взвешивать, хорошо продумывать, чтобы не показаться потом глупым, да, чтобы не показаться шутом, чтобы не совершить какой-то легкомысленный поступок или действие, которое будет потом неправильно понято или как-то обернется вам в негативе, да, по королю жезлов. Дальше идет карта короля мечей, карта воздушной стихии, может быть общение действительно с воздушным знаком. Дальше еще и королева мечей, то есть очень много воздуха. В среду, в четверг у вас очень много размышлений, идей, каких-то мыслей, когда вы стараетесь планировать будущее, какую-то стратегию выстраивать. Но при этом карта Луна выпала тут же, и она, да, может акцент делать на рыбах, то есть воздушные знаки или рыбы, с которыми вы общаетесь, но также показывает, что вы планируете будущее, думаете о будущем, думаете о какой-то стратегии, но при этом здесь все вперемешку с вашими мечтами. Получится ли реализовать вашу мечту? Или будут какие-то подводные камни, что-то помешает этой реализации. Может быть, вы боитесь какого-то обмана или боитесь какой-то нечестности со стороны других людей или чего-то, что вы не знаете, что может помешать вашим планам, допустим. Также боитесь, что что-то может скрываться от вас окружающими людьми. И дальше идет королева мечей. И вот королева мечей здесь воздушная стихия тоже вместе с картой император, с картой Овна выпадает. Здесь могут быть какие-то разговоры. Может быть, с таким вот императором. Это начальник, это ваш, может быть, не знаю, карта мужская, муж, отец, возможно так. Либо вы здесь можете по императору, если вы мужчина, стараться быть очень такими здесь
властными лидерами, которые по королеве мечей также очень ответственно выполняют свою работу, стараются все контролировать, которые очень где-то даже агрессивные могут быть в своих методах, но при этом император — это тоже такой стратег, это человек, который планирует, который умело играет и разыгрывает свою шахматную партию. Почему здесь изображена карта с фигурой короля, соответственно, да, то есть он чувствует себя королем, он знает, что от его решения и действий зависит там жизнь других людей, зависит от того, как он сыграет эту свою партию, возможно, да, шахматную по императору. И вы стараетесь здесь очень как-то разумно, да, принимать решения, соответственно, вместе с королевой мечей. То есть очень много думаете, очень ответственны во всех своих решениях. Дальше Верховная Жрица, карта мудрости, которой она обладает, и необходимости принимать мудрые решения. Но также вместе с четверкой кубков здесь может выпадать вам какой-то шанс, который, возможно, вы или не совсем хотите замечать, может быть, вы раньше его не видели, может быть, он раньше был, да, сейчас вот он у вас появляется в пятницу и активно заявляет о себе, но вы вместе с Верховной Жрицей можете воспользоваться каким-то здесь предложением, но не говорить окружающим о том, что вы каким-то предложением здесь опять-таки воспользовались или делаете это в тайне. А также по четверке кубков здесь в целом есть какая-то неуверенность, стоит ли что-то делать, да, неуверенность, сомнения, какие-то переживания, может быть, боязнь, что вы можете, если вы примете какое-то предложение, что там много секретов, много тайн, много чего-то недосказанного или от вас скрытого, и вы, соответственно, из-за шаткости положения или из-за какой-то вот сумрачности, да, этого предложения, от какой-то нечеткости, неточности этого предложения, можете от этого предложения отказаться, потому что думаете, что там много неизвестных, да, много скрытых каких-то ситуаций, вопросов, соответственно, и вы можете побояться это предложение принять. Дальше идет рыцарь Пентаклей, карта методичная, такая неспешная, да, она может говорить о каких-то запланированных для вас событиях, может быть, какой-то методичной работе или рутинных делах, которые вы выполняете. Кто-то может даже работу на дом брать здесь, но по девятке мечей плохо из этого спите, потому что много, опять-таки, работы можете делать на выходной день. И тут же карта девятка мечей. Какие-то могут быть переживания у вас из-за земного знака, Девы, Тельцы, Козероги, из-за каких-то дел, которые долго тянутся, и вам придется еще приложить много усилий, много стараний, чтобы что-то начатое завершить, что-то выполнить, доделать, соответственно, по рыцарю Пентаклей. Но опять-таки вы понимаете, что вам терпения и выносливости хватит, что удача на вашей стороне, но вместе с девяткой мечей вы здесь, как будто бы от этого страдаете, да, что вам тяжело, что вам непросто, что приходится здесь прикладывать много усилий, может быть, ночей не досыпать каких-то. И дальше карта мага, карта волшебника на воскресенье, карта, возможно, нового начинания в чем-то, вдохновения, воодушевления, которое вы испытываете вместе с королевой жезлов, которая ваша стихия огненная. Здесь может быть действительно ощущение такого прилива силы, энергии по этой карте, когда вы настроены на успех, настроены на то, что у вас все получится, да, что вы добьетесь справедливости в каком-то для вас вопросе, и вы сможете по карте маг, благодаря своей воле, активной энергии, вдохновению, желанию работать, соответственно, на себя, сможете прийти к этому успеху, что все карты в ваших руках, соответственно, все ключи в ваших руках. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!